Всем привет, друзья! Мы сегодня находимся на выставке автокараванов, которая проходит в городе Аликанте, в выставочном центре. И сегодня мы вам покажем несколько караванов, или прицепов, которые нас заинтересовали и, возможно, заинтересуют вас. Ну что, интересно этот прицеп, Тань, смотри, здесь есть и упоры для того, чтобы припарковать и чтобы он не качался. Различные ящички. Интересно, залезть? Нет, не залезть. Но круче всего это колеса, такие полностью проходимый, и за счет того, что они широкие, мне кажется, он не будет нигде проваливаться, и мягкий ход будет. Антивандальные решетки. Кстати, никто не да, влезет. это вот тоже очень здорово, что они хоть тоненькие, но для того, чтобы, по крайней мере, когда ты там ночуешь, знаешь, что никто не залезет. Ну, Сверху. второй этаж для нас уже, наверное, будет маловат. Или кто-то влезет. Не, второй этаж, я так думаю, что здесь перекрывается вот эта вот часть потолка, и сверху можно разместить еще 2 человек. Еще интересно, что здесь с этой стороны есть такой специальный отсек, куда тоже можно сложить там всякое барахло, которое можно возить с собой. Прицеп очень интересный, само прицепное устройство. Тормоз есть. И внешний вид такой футуристичный. Осталось узнать стоимость, и мы или заинтересуемся, или убежим смотреть совершенно кстати, другой. здесь очень много людей смотрят им, заинтересованные, да? Не только испанцы, но и... Ну, я впервые на выставке вижу вот именно вот этот вариант. Мягкие подушечки. Его всё за счет того, раскладывается. что он не очень большой, мне кажется, легко даже припарковать у себя на парковке. То есть не нужно искать большое место для хранения. Цена, интересует цена. Цена? Сейчас узнаем. Самое интересное, сколько стоит такой прицеп. Perdona, ¿cuánto vale? Este modelo, sin la opción, está 28.000 euros. 28 миллиардов. В общем, эта модель стоит 28 тысяч евро, достаточно серьезная. Там есть отделение для туалета. Ага. Ну, вообще, сам такой футуристичный дизайн и колеса, ты посмотри. А зато здесь интересно, смотри. Тоже есть маленькая газовая плита, кухонная, раковина. Может Кстати, быть- все написано, смотри, цена. А, вот 24 это евро, да, стоит. Ну, так, не скажешь, что дешево, но учитывая, что капля-то подорожала до 21, по-моему, тысячи. А, нет, до 12 тысяч евро. Ну, это совершенно другого уровня. Давай посмотрим, что тут у нас есть. Отсек, окошки. Ну да, дизайн как вот у той капли, которую мы смотрели. Видишь, раздвигаются, можно забираться на второй этаж, организовывать второе место спальное. И вот эти вот диваны, которые, наверное, они вот расстилаются. Ну, такой отдых, не сказать, что там это экономический отдых, а достаточно, наоборот, такой презентабельный. Прикрутить к какому-нибудь крузаку Мгм. и путешествовать. Самое интересное, как здесь организовывает душ. То есть шторка застегивается, сверху ставите А ну-ка, зайди бочечку, туда, посмотри, бочечку, голова торчит. голова торчит, но вы меня не видите. Привет, я здесь. Ну, вот туда. Да, зато на улице можешь даже на парковке остановиться и принять душ. Я так понимаю, что это можно использовать вообще в любой модели. Ну а сравнивали мы эту модель вот с этой, которая уже присутствует много лет. Раньше она стоила 8 тысяч, потом 10, 12, сейчас не знаю сколько, наверное, тоже подорожало. Ну здесь все то же самое, он немножко поменьше, менее проходимый. И также есть двухспальная кровать, где можно переночевать, сложить свои какие-то вещи. А 2 членам семьи разместиться на багажнике на раскладной палатке, которая находится на крыше этой капсулы. Вот так вот она выглядит. Ну что, друзья, это мы показали как раз вот эти более экономически выгодные, скажем так, прицепы. Хотя не сказать, что они очень дешево стоят. Но они удобно размещаются в любом доме, в любом гараже. Не знаю, я бы, наверное, вот такой бы себе приобрел бы. Потому что вот эта вот капля, она все-таки такая, как гутоперчивая какая-то, маленькая, легенькая. Но это вот интересная модель, до 750 килограмм, каждый водитель может на ней ехать, вернее его прицеплять и перемещаться.
И можно перевозить различные, даже, я так понимаю, можно электросамокат закатить, который не воняет бензином, и перемещаться вместе с ним. Это тоже очень интересно. Интересная модель. Вот и реклама. Да, и не нужно сдавать на получать категорию. Вообще, а для семьи, по-моему, вообще идеально. Made in Spain. Ну что, друзья, вот мы встретили русскоговорящего представителя компании, которые производят как раз вот эти вот прицепы. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, расскажите о модели, потому что вот у нас очень много поступало вопросов. Покажите автодом, который можно ехать с правами категории Б. Я так понимаю, это он и есть. Да, кстати, вот мы специально делали именно такой автодом, караван. Мгм. Это же прицеп, да? Который можно использовать с категории Б, то есть не нужно получать дополнительные никакие права, не нужно вам никакую дополнительную страховку, вы просто цепляете к своей машине, вешаете сзади номер от своей машины, это делается 10 минут, и едете куда угодно. То есть вот была задача сделать такой автодом, который такой мобильный, быстрый, легкий в обслуживании, во всем. Я так понимаю, он и получился, потому что здесь я так вижу, что есть и руки помыть, и переночевать, и можно даже закатить электромопед. Да, да. Мы сделали так, чтобы можно закатить как минимум легкий мотоцикл, опять же, с правами Б для Испании до 125 кубических сантиметров. И есть даже туалет, чтобы можно было ночью сходить, никуда не бежать. Душ мы специально стали делать, потому что он забирает больше места, чем мы им пользуемся. Потому что в любом кемпинге в Европе, в любой заправке хорошей можно искупаться, да. Значит, основная идея была сделать мобильный маленький прицеп, которым можно пользоваться для семьи, в совершенно в разных условиях. То есть, что касается вот этого места, где мы сейчас с вами находимся, он сделан из модулей. У нас 4 модуля, которые можно снять, любой из них. То есть, убирается в течение 1 минуту, 2 болта откручиваются, снимается. Можно сделать одну большую кровать, примерно 2 на 2 метра. Можно стол сделать в этом месте, а здесь сделать кровать. Или можно сделать целиком кровать, или мы можем взять этот стол и поставить вот сюда, и здесь сделать кровать. Или мы можем сделать, стол убрать, закатить сюда мотоцикл, потому что, приезжаем куда-то в другой город, хочется прокатиться, чтобы... Крепеж есть, чтобы его зафиксировать? Это опционально мы сделаем. Опционально, потому что, да, тут не нужно зачем. Тем более наша первая модель, вот. Что... Туалет обязательно мы предусмотрели, потому что ночью никуда бежать не хочется из теплого домика. Здесь кухонка даже мини, Да, шкафчики. да. Мы специально не делали встраиваемую печку, специально, потому что, к примеру, летом я хотел бы на улице жарить или что-то делать, чем здесь пылить, дымить. То есть, Да, можно вытащить барбекю, да. Тем более такая печка, она очень удобная. То есть вот этого баллончика хватает тебе на кучу времени. Интересно. А по цене вы нас не сориентируете? По цене? Сориентирую. Значит, сейчас цена у нас на этот прицеп, если мы не говорим про выставку, 18 тысяч. Вот в такой комплектации, как сейчас есть. На выставке 17 тысяч. Да. Но также, так как мы сами производители, мы можем оговаривать, к примеру, без этого окна, или без этого, либо без того, либо наоборот, без вентилятора, но с кондиционером. И цена может варьироваться, либо уменьшаться максимально, либо увеличиваться в зависимости. Также мы думали сделать такой прицеп для творческих людей, сделать рабочее место какое-то. Ты берешь, открываешь окошки, сидишь на берегу океана, смотришь туда, пьешь кофе, что-то пишешь. Здесь у тебя спальное место, здесь столик. То есть, тут трансформация позволяет много вещей. Подвеска здесь торсион, резина, как он называется? Она резина жгутовая плюс амортизаторы. Также мы планируем, уже запросы поступили, делать такие же прицепы на внедорожной независимой подвеске на больших колесах. Мне кажется, для Европы вот это идеальный вариант. Вот мы очень старались. На обычных парковках можно? Да? Спасибо, Дмитрий. Отлично. Спасибо, очень приятно было увидеть вас на выставке. Спасибо, что подошли, сам не ожидал.
друзья, вот по прицепам мы вам сегодня все рассказали. Смотрите вторую часть нашего этого ролика. Мы будем сейчас рассказывать про автодома, немножко посмотрим интересные модельки. Ну и на этом все. Выставку вы еще успеете посетить. Она работает еще, по-моему, неделю. Все полезные ссылочки смотрите в описании по поводу этих прицепов. Что-то может вас заинтересовать, что-то уже заинтересовало, возможно. Все полезные ссылочки в описании. С вами канал «Мы в Испании». Татьяна Алексеев. Всем адьос, амигос. Встретимся вновь в наших следующих роликах. Пока-пока.